Приветствую вас, гости, друзья и подписчики моего канала «Свяжем вместе с Ройзман Книт». И сегодня у нас анонс на мастер-класс Моника Дресс. Это то самое платье, которое создал искусственный интеллект и который покорил весь Pinterest, а мы его создали своими руками. Данный анонс – это анонс именно моего варианта изделия, без комментариев, похоже или не похоже, такое или не такое. То есть, кто хочет, тот вяжет, кто не хочет, тот просто проходит мимо. Я в рилсах и на фото, естественно, во всех социальных сетях показываю, как оно смотрится под определенные образы. Именно под данное изделие я создала вот такую небольшую подборку миксов, потому что кто-то может его вязать в варианте платья без кружева, кто-то в варианте платья с кружевом, а кто-то вообще может вязать его в варианте свитера. Почему нет? Мы просто вяжем немножечко меньше длину, но оставляем тот же самый оверсайз. Все вот эти вот миксы, они будут отдельно подгружены в плейлист миксы, из чего это связано и из чего можно связать. Вы можете брать себе на заметку, как всегда мы все подробно рассказываем и показываем все составляющие с помощью также Telegram-бота калькулятора. Вы можете скринить, можете себе записывать, искать аналогичные варианты и составы, а также создавать по своей аналогичной цветовой гамме. Также вы можете вязать из того, что у вас есть, по подходящему весу. То есть эти миксы, они как энциклопедия, но это я говорю именно для новичков. Они помогут вам в создании вашего любимого изделия. А теперь давайте поподробнее по конструкции и самому изделию. Это у меня уже второй готовый вариант. Данное изделие у нас по конструкции реглан погон сверху и, естественно, оно оверсайз. Начнем, естественно, поэтапно с горловины. Горловину у нас можно вязать любой высоты. У нас край фабричный, я показывала также в рилсах, как делать такой край, именно полезность. Также, опять-таки, можно вязать любую высоту. Я в фото и в рилсах показывала именно этот вариант изделия уже с подвернутой горловиной. То есть здесь на ваше усмотрение. Не обязательно прям делать супер высокую, если вы такое не любите. Ну, я люблю высокую, поэтому я делала просто прямую высокую. Также горловина вяжется на двух разных номерах спиц и переходит в классический росток. В ростке мы используем поворотные ряды, и это сразу ответ на вопрос, а точнее на комментарий, что да, в ростке мы используем поворотные ряды. После того, как мы закончили с вами этап вязания горловины и ростка, мы приступаем к вязанию кокетки реглан погон и формированию спущенного плеча. У нас удлиненная линия погона. И именно удлиненная линия погона, потому что на всех фото и видео и у нас идет спущенная линия плеча и расширенное изделие, то есть полочки переда спинки, которые потом у нас переходят в тело. Никаких убавлений уже по самому телу мы не делаем. Оно вяжется у нас по прямой, то есть прямой силуэт. Оно у нас широкое, оно у нас объемное. Ну и как многие мои мастерицы любят, скрываем нескрываемое. Даже беременяшкам идеально подходит. Также, что касается номера спиц. Горловина вяжется у нас на двух парах спиц, да, номер 3 и номер 3,5. Основное же полностью полотно, начиная с распределительного ряда, ростка, кокетки реглан погона, длины изделия тела и рукава вяжутся на круговых спицах номер 4. Низ резинка вяжется на спицах номер 4, манжеты на рукавах вяжутся на спицах номер 3,5. Также на фото и видео мы видим, что у нас расширенный рукав с помощью прибавлений. Я этот клин формировала и выполняла прибавки, аналогично декоративным прибавкам по линии погона, но немножечко изменив. А что именно изменив, это все подробно, порядово, попетельно, разжевано, показано в мастер-классе. Что касается кружева, у меня французское кружево, очень мягкое, мне очень нравится, тоже можно найти в абсолютно любом магазине. Длину по кружеву мы берем до 6 метров, но опять-таки зависит от того, как вы будете его присобирать. 6 метров это, вернее до 6 метров, это уже с учетом
и по низу, и наши манжеты. То есть я задаю ту же общую длину кружева уже по двум своим изделиям. Вы же сами смотрите, сколько вам нужно, и сами распределяйте. Вы можете изначально пришить кружево по рукавам, а остальное уже присборить по самому низу изделию. Но в общем, еще раз повторяю, два рукава и низ в общем длина кружева до 6 метров. Также прекрасно этот вариант будет смотреться, и вариант изделия, я имею в виду, будет смотреться и без кружева, особенно если вы будете носить его под леггинсы для X-сайзов размеров. Кстати, я в недельных поисках еле нашла такие же леггинсы, как мне нужны были, полностью в обтяжку. И тоже буду вязать еще один вариант, только покороче, в виде свитера, но я хочу именно с кружевом, чтобы оно хотя бы вот такое немножечко было, но все равно с кружевом, потому что это очень красиво, но тоже под леггинсы и под сапожки. Ну а теперь самый главный и важный нюанс – это длина линии погона и моя авторская декоративная здесь прибавка, ну и, соответственно, сама декоративная линия погона. Я получила несколько комментариев, и именно почему-то на моем YouTube-канале в шотсах, когда представляла именно полезность, я записывала по этим прибавкам, несколько человек написали, что «О боже, какой это ужас, это все торчит, топорщится, тянет». Я хочу, чтобы вы увидели, как здесь тянет. До стирки и ВТО, дорогие мои мастерицы, в особенности те, кто пишет такие комментарии. Абсолютно любое изделие у нас корявое и несуразное, тянет, перетянет. А вот так оно смотрится после стирки и ВТО. Поэтому ничего здесь нигде не стягивает и нет никаких дыр. Поэтому всем, у кого что-то было стянуто и перетянуто, благополучно улетели в бан, чтобы даже не вязали стянутое и перетянутое. Ну и не тратили на это зря свое время. А те, кто видит и понимает конструкции изделия, а также идеальные прибавки, тот, естественно, будет вязать красоту. Также очень важный нюанс – это то, что на всех видео и шотсах я не раз буду это повторять и всегда буду это повторять. Я снимаю и показываю во всех ракурсах, кручусь, танцую, скажем так, чуть ли не прыгаю для того, чтобы показать со всех сторон, как смотрится изделие, потому что скрывать мне, по сути, нечего. То есть в один пост я не выставляю просто одно продажное фото, я выставляю, если даже речь идет о фото, больше 10 фотографий в абсолютно всех ракурсов, низа рукавов, подмышек любимых наших подрезов и так далее, чтобы вы детально рассмотрели, где что тянет, где что не тянет, топорщится, не топорщится и так далее. Ну и также, естественно, следующий ответ на вопрос, даже больше не вопрос, а упрек в мою сторону как мастера, это то, что на мне худой смотрится все, и даже мешок наденет, а будет красиво. Девочки, если вы наденете, к примеру, вот такое изделие под вьетнамки, да, или под шлепанцы, или под тапочки, конечно же, оно смотреться красиво не будет. Каждый мой выход – это идеально сформированный образ. Я даже подбираю высоту каблука для того, чтобы все смотрелось идеально. Именно поэтому я создаю образы, чтобы каждая мастерица, каждая женщина смотрела, как можно одевать, под что можно носить и так далее. То есть я в первую очередь не хвастаюсь, вот а-ля, я вся такая красивая. Нет, я создаю образы, чтобы каждая женщина посмотрела в свой гардероб и призадумалась. Например, увидела сапожки, да, ага, под эти сапожки мне сегодня то-то, то-то не подойдет, либо под эти туфли. А почему бы, например, мне под эти сапожки не связать вот такое платье? Потому что мастер Ройзман же показывала, под что можно его носить и с чем сочетать. И вуаля, поверьте, у тысячи моих любимых прекраснейших мастериц создаются вот такие прекраснейшие образы. Я это все всегда публикую во всех социальных сетях в виде отзывов. Также, дорогие мои женщины, в особенности королевские размеры X+, size и так далее. Если же вы носите леггинсы, пожалуйста, вяжите данный вариант изделия просто как удлиненную тунику без кружева. Оно у вас скроет абсолютно все. И бедра, и животик, и, как моя мама любит говорить, спасательные круги вот эти вот. Потому что моя мама, она тоже плюс сайз размер. И она носит вот такие изделия с удовольствием. Она знает, что там, где что-то нужно, можно скрыть. И при том, что рост у нас разный, то есть понимаем, да? Но тем не менее, она знает, как это все подбирать. Ну и приступим далее к нашей конструкции изделия. Что касается рукава. Рукав у нас наборной от проймы. Все здесь идеально ровно и красиво. Здесь у нас подрез небольшой, но он есть. Ну и, естественно, сам
клин рукава. Вот так красиво у нас расширен рукав. Клин мы формируем ниже наборного ряда на определенном расстоянии. Вот так он у нас смотрится по всей длине рукава. Рукав у нас к низу манжет фонарик. Ну, не знаю, мне не то чтобы очень нравится, мне просто безумно нравится итог. Очень красиво. Ну и, естественно, прямое квадратное платье. Можно даже просто сказать мешок. Вот я и надела на себя мешок и показала, как это смотрится. В целом, девчонки, что хочу сказать, вяжется действительно на одном дыхании, вяжется элементарно, ну и даже к Новому году, кто хочет такую красоту себе связать на новогодние праздники, Рождество и так далее, поверьте, за месяц можно связать как минимум даже 2 варианта. А представьте, какие красивые фотосессии будут возле елки. И не только возле елки, да вы даже выйдете в нем на улицу, с вас просто не будут сводить взгляд. Потому что когда я фотографировала именно этот, уже следующий вариант изделия и снимала рилсы, на меня как минимум туристы свои же славяне смотрели, взгляда не отводили, так и, естественно, местные. Потому что всем интересно, это красиво, это эксклюзив. И сразу видно, что это ручная работа. В особенности сейчас, в наше время, сразу невооруженным глазом видно, где акрил магазина, а где действительно ручная работа. Ну и по сути лицевая гладь, абсолютно ничего вообще сложного. По поводу того, как пришить кружево, у нас записан с моей маменькой отдельно видеоурок, видео-мастер-класс. Он также будет прикреплен именно в плейлист по вязанию этого платья. На каждый мастер-класс, напоминаю, у меня отдельный плейлист. И этот вариант видеоурока вы сможете использовать в абсолютно любом изделии, где вы хотите задекорировать любой свой свитер, пуловер и так далее. Ну, а те, у кого есть швейная машинка, девчонки, вы сами прекрасно знаете, как пришивать кружево. Но по моему видеоуроку вы, дай бог, найдете что-то новенькое для себя и посмотрите 2 разных способа именно пришива кружева. Надеюсь, вам будет полезно. Что касается состава. Этот вариант связан у меня из стопроцентного мериноса, Италия, Zegna Barufa и New Super G Long, артикул Lane Borgo Sessi. Я обязательно пропишу артикул в описании под видео. Также хочу отметить самое главное, что в данном составе мериноса данное изделие просто идеально держит форму. Что касается платья в бордовом цвете, да, бордовый вариант, даже незначительные 100 грамм кружева тянут изделие вниз. Поэтому длину я буду немножечко убирать, хотя 2 изделия связаны абсолютно одинаково по количеству круговых рядов. Но длину я там немножечко все же уберу и покажу вам, что из этого получилось. Но имеем в виду, да, что сама вискоза немножечко имеет растяжку вниз, ну и, естественно, кружево тоже дает свой вес. Поэтому, если вы будете вязать из вискозного люрекса, и здесь плюс у меня супер кид мохер, учитывайте то, что оно будет тянуть вниз. Хотя вот 2 у меня образца абсолютно ничем не изменились после стирки в ИТО, абсолютно одинаковые, что по высоте, что по длине, что по ширине. Оба образца связаны у меня на 18 рядов и 44 петли. Ведут себя одинаково, а вот какая разница после стирки в ИТО с кружевом. Учитывайте этот нюанс. Также самое основное это расход, да? И сразу хочу сказать, я не буду, опять буду об этом всегда говорить и напоминать, я не буду отвечать на комментарии, а как нам посчитать расход готового изделия на наш размер. Весь расход, это все посчитано уже за вас. Я вывожу таблицу на экран, это тоже то, что пишут в комментариях, а где взять расход. Таблица на экран у вас выводится, ее можно заскринить, ее можно законспектировать и переписать на все абсолютно размеры. Все посчитано, разжевано, рассчитано за вас, вам только пойти в магазин и купить пряжу. И на этом все. Ничего нигде считать самой не нужно, девочки, за вас все посчитано. Также я не рассчитываю персонально никому под вашу плотность, под вашу пряжу, под ваш итоговый метраж, из чего вы хотите его связать. Я задаю вам свои изделия, свой метраж, свой расход. Хотите, вяжите, не хотите, я же никого не заставляю. Это я говорю и привожу пример, как у меня было в телеграм-канале. Мне высказывали, мне грубили, хамили, что я отказываюсь персонально рассчитывать расход пряжи по вообще непонятно какому метражу, и даже не на мое изделие. Девочки, я таким не занимаюсь.
у меня есть вот изделие, есть итоговый метраж, есть расход. Я предоставляю выбор уже ваш, вязать или не вязать. В принципе, по всем материалам я также прописываю в описании под видео. Обязательно, пожалуйста, читайте, девочки, разворачивайте, там все подробно указано, а также моя плотность. Расход, опять-таки, выводится таблица на экран, что очень удобно, можно заскринить, законспектировать. Ну и на этом, в принципе, все, ничего сложного. Все миксы, которые, образцы миксы, которые я представляю под данное изделие, вы можете у себя посмотреть в закромах, сопоставить, что-то выбрать по метражу, там плюс-минус 50-100 метров тоже, в принципе, особо роли не играет. Но принципиально каждому я ничего не подсказываю, девочки. Я вот создаю определенные образцы, пожалуйста, вы смотрите что-то где-то свое подбираете. По цветовой гамме и палитре я всегда говорю, на Пинтересте в свободном доступе есть очень много палитры, тоже можно по цветовой гамме все сопоставить. Моя задача это показать вам примеры. Поэтому я с удовольствием с вами встречаюсь уже в видео по миксам, которые я обязательно рекомендую к просмотрам, чтобы вы хотя бы понятие имели, что и из чего можно связать как минимум данный вариант изделия. И после этого мы уже встречаемся с вами в полноценной первой части подробнейшего, разжеванного, попетельно-порядового мастер-класса с большим размерным рядом, без лишних вопросов, а будет ли вторая или третья часть. Потому что, опять это говорю и всегда буду это говорить в анонсах, ни один мой мастер-класс не загрузится на YouTube-канал, пока он не будет готов полностью. То есть, когда он готов полностью, я его просто делю на несколько частей, чтобы каждой из вас было удобно вернуться в определенный тот или иной момент к вязанию. Отдельные части мастер-класса, первая, вторая, третья, ну или как там оно дальше у меня по времени идет, загружается всегда с интервалом в 2-3, ну максимум в 4 дня. Поэтому вяжем, смотрим, конспектируем, наслаждаемся, получаем вдохновение, творим красоту для себя, для своих любимых. Кто вяжет на заказ, девочки, это я вообще всегда прям вот заставляю, девчонки, вяжите, зарабатывайте и так далее. Надеюсь, вам все было интересно, понятно. Обязательно ставьте лайк, обязательно пишите в комментариях, делитесь вяжущей подружкой, чтобы как можно больше женщин присоединялись к этому прекрасному искусству, потому что вязание уже давно не просто хобби, вязание – это искусство. И самое главное, большая часть информации всегда в описании под видео. Девочки, не забывайте. Также в описании под видео я оставляю ссылки на первую, вторую, третью часть МК с анонсами, кто пропустил, и миксами. До новых встреч, до скорых встреч!